я решила сделать такой расклад для одиноких сердец, чтобы вы могли помечтать. Желательно, чтобы вы расслабились, когда смотрите этот расклад будете смотреть, для того, чтобы вы настроились на волну происходящих событий и на то, как будет вообще развиваться ваша жизнь дальше по пути к отношениям. Сигнификатор, состоится ли встреча, что, как у нас будет на колоде астромифологической. Основной расклад будет на Таро, уточняющий на Кипере. И будет у нас сегодня 4 варианта. А в конце я достану несколько карт из этой же астромифологической колоды с буквами имени или фамилии вашего будущего супруга. Ну, давайте, 4 варианта. Первый вариант, второй вариант, третий. Выпало 2 карты. Ладно, пускай будет 2. Интересно. И 4. Сейчас я посмотрю, чтобы у нас все ровненько было. Вот так. Угу. Ну что ж, выбор за вами. А мы приступаем. Первый вариант, что нам расскажет этот сигнификатор, состоится ли встреча. О да, встреча, конечно, состоится. Вы обязательно встретите своего будущего мужа, обязательно выйдете замуж. Тем более, что здесь у нас карта, которая говорит о том, что все будет официально, более чем официально. Будут подписаны все документы. Вот как интересно. И давайте посмотрим. Сейчас я расскажу вам, каким образом произойдет эта встреча. Ну, теперь давайте посмотрим, что нам скажет все-таки Таро на этот счет. Итак, начинаем мы конечно, с характеристики этого человека. У нас здесь замечательная карта двойка жезлов, которая говорит о том, что, ну, во-первых, можно сказать, что это будет человек, который родился приблизительно, ну, так, где-то в начале апреля месяца до 10 числа. Но все-таки делаем скидочку, что у нас общий расклад, или, по крайней мере, не исключено, что это будет человек по знаку зодиака Овен. Еще раз повторюсь, не исключено. И если уметь правильно пользоваться Овном, то он становится очень милым барашком, поэтому на Овна не смотрите так уж, не знаю, многие говорят, вот он такой-сякой, ничего не такой, не всякой, классный он, нормальный. Просто самое главное найти к нему подход. Это если сказать о том, там, о знаке зодиака, о времени рождения и так далее. Но все-таки, что за человек? Да замечательный человек. Это человек, который может пробить лбом любую бетонную стену. Это человек, который никогда не оставит вас в беде. Он всегда будет, ну, подавать руку помощи. Вообще он по жизни такой. Знаете, вот говорят, нельзя быть чуть-чуть беременной. Нельзя быть там, или ты беременна, или ты нет. Да? Срок только зависит. Вот здесь точно так же.
он просто всем всегда поможет. Он никогда никого не оставит в одиночестве, не бросит никого. Всегда будет рядом. Единственное, ну вот видите, все-таки да, скорее всего, он будет все-таки иметь какое-то отношение вот к этому замечательному знаку зодиака, Овен, да? Почему? Потому что у нас здесь и карта-то военного выпала, то есть человека, который все делает как положено, по порядку, по правилам, по распорядку и так далее. Он организованный, он очень самоорганизованный. И в первую очередь у него, ну, как у нормального любого мужчины, да, в приоритете сначала дела, первым делом самолеты, а все остальное потом. Поэтому, если охарактеризовать его как человека, человек очень положительный, очень надежный. Замечательный просто человек. Не буду описывать здесь его внешность по причине просто опять-таки общего расклада. Вы можете совершенно спокойно на него полагаться, если будет необходимость жизненная у вас в этом. Здесь, понимаете, у него действительно будет очень серьезно. Мы не будем копаться в его прошлом. Я думаю, что это совсем не обязательно. Но вот то, что касается стремления и создания семьи, знаете, у него какие-то определенные на это дело взгляды. Здесь речь идет о том, что, во-первых, он считает, что семья должна быть таким очень прочной опорой, очень прочным каким-то фундаментом для того, чтобы, ну, чувствовать, и это необходимость у него, да, ощущать какой-то тыл постоянно. Он должен понимать, что тыл есть, на этот тыл он может положиться. Это главное для него, что его супруга его всегда поддержит, что супруга всегда будет рядом. Если смотрит мужчина, переделывайте это на свой лад, потому что это, в общем-то, расклад для одиноких дам. Но знаю, что очень часто заходят, смотрят. Поэтому вот здесь такой момент, да, а все должно быть в одной связке. Если он всегда готов подставить свое плечо, сильное мужское плечо для вас, то точно так же он будет ждать того же и от вас. То есть, и я еще хочу сказать, он хочет видеть вас не просто женщину, да, которая там рядом с ним, он хочет видеть жену возле себя в первую очередь. Поэтому это тоже имейте в виду, что выйти замуж и стать женой, это немножко две такие разницы есть, да, между одним и другим. Но, тем не менее, для него семья должна быть полноценной. Для него семья должна быть обязательно с детьми. Без детей он семью не видит. Ваши ли это дети общие, или это ваши личные дети, или это его дети, кстати, да, мы учтите этот момент тоже, потому что если говорить о том, что вот ваших он будет принимать, а других а своих он будет так отвергать, ничего подобного. Вот этот номер здесь не пройдет, потому что семья это все общее. И опять-таки возвращаемся к тому, что нельзя быть чуть-чуть подлецом. Или ты подлец, или ты порядочный человек. Поэтому если порядочный к вам, то порядочный и к своей прошлой жизни. Мы в его прошлой жизни, конечно, ковыряться не будем. По поводу... Видите, опять у нас выпадают карты, которые говорят о том, что все-таки человек, который привык принимать решения коллегиально. Скорее всего, все, что будет возникать, все какие-то споры, может быть, которые будут возникать, все равно они будут решаться вот таким коллегиальным способом. То есть вы будете сидеть, разговаривать, скандалить, вряд ли у вас с ним получится. Вот это совершенно точно. Да, может быть, он в каких-то моментах и вспыльчивый человек, но, тем не менее, это уже последняя капля, когда он начинает вспыливать. Когда он начинает скандалить, это уже последняя капля, поэтому тоже это имейте, пожалуйста, в виду. Готов к переменам, к любым переменам в своей жизни. По поводу его материальной сферы, да, потому что это тоже немаловажно, здесь я вам скажу так, что это человек, который не боится труда, и этот труд приносит ему честно заработанные деньги. Вот он не будет каким-то там, я не знаю, чиновником, который может быть не очень честный. Ну, я не знаю, есть такие чиновники, смотрите, извините, но у нас стереотипы у всех, наверное, определенные на этот счет есть. По крайней мере, этот человек совершенно честный, совершенно открытый. Он, кстати, к деньгам, вот у него отношение очень правильное. Эти денежки, которые у него есть, они у него не залеживаются.
задерживаются. Они у него в постоянном движении, потому что деньги не любят лежать на одном месте. Вот это вот накапливание и все остальное, это не для денег. То есть должен быть постоянный приток свежего воздуха. Они должны проветриваться. И вот этим он, ну, конечно, я шучу насчет проветриваться, вот этим он и занимается. То есть у него деньги постоянно крутятся, они не лежат на месте. Если он заработал какую-то сумму, он обязательно пускает что-то в оборот. Нет у него стремления к накоплению. Может быть, и, кстати, он не расточительный, но это не значит, что он скряга или жмот или что-то в этом духе. Он разумно к этому подходит. Надо купить, он купит. Но все равно, вот у него он заточен на то, что деньги должны работать, работать и еще раз работать. Денег будет у него достаточно, потому что вот в этой сфере у него вообще никаких проблем нет. Это у него налажено, и это ему постоянно приносит какой-то успех. Давайте еще посмотрим с вами. Вот все-таки по поводу, этот вопрос у нас касался, конечно, карьеры. Картам, которые выпали. Человек работает на удаленке, я по-другому сказать не могу, но это очень временное явление у него. То есть вот эти коммуникации, которые у него есть в его карьере, в его там каком-то движении, неважно, у него свой бизнес или не свой бизнес, мы опять-таки это мы здесь не смотрим, но это временное явление. И все, что чем он сейчас занят, он занят какой-то постоянной перепиской. Кстати, эта переписка приносит, вот эти коммуникации в переписке, приносят ему массу положительных результатов. То есть, если, например, сейчас вся страна задыхается от нехватки там работы, денег или чего-то еще, у него с этим проблем нет. У него здесь источник к такому доступ к источнику вечных земных благ, судя по нашему замечательному киперу, да, хотя он понимает, что это временно, он мог бы иметь больше, но, к сожалению, сейчас много нет. Ну, я думаю, что сейчас у всех много нет, ну, за исключением там каких-то определенных людей. Скажем так, материальные трудности ему вообще никак не грозят, карьерные трудности ему вообще никак не грозят, потому что он в любой ситуации может найти выгоду для себя и для того, кто находится рядом с ним. Перспектива и как будет все вообще у вас происходить с этим человеком, да, вот как будет в семье все происходить. Перспектива, да, но вы должны понимать, что вот я сказала в самом начале, что этот человек не понимает выйти замуж, этот человек понимает только одно, у него должна быть жена, и это для него в приоритете. Вот это вы тоже должны понимать, то есть с этим человеком вы должны стать женой, а не выйти замуж. И здесь у нас то же самое говорят и Кипер, и Таро, что не будет по-другому. То есть вот семья, это одно целое, и вы в первую очередь жена, а потом уже все остальное. Поэтому я бы сказала так, если говорить о перспективе в целом с этим человеком, если вы на это согласны, у вас будет жизнь просто замечательная. Если вы рассчитываете на то, что, скажем, ну вот, поиспользовать его в своих целях, добиться того, что у меня там штамп в паспорте есть. Ну, если у кого-то, конечно, есть такое желание или что-то в этом духе, вот здесь этот номер не пройдет, к сожалению. И штампа этого в паспорте с этим человеком не будет. То есть здесь должно быть все честно, открыто, ну, совсем все очень честно и открыто. Перспектива создания семьи, да, есть, будет с этим человеком. Как только вы встретитесь, вы это почувствуете сами. Вот это тот случай, когда говорят, это по судьбе, это не пройдешь мимо. И встреча обязательно состоится. Что будет в семье, когда вы будете вместе? Ну, здесь у нас карта императора. Это человек, который точно знает, чего он хочет, и семью будет вести он. Вот здесь, да, здесь вам нужно будет отдать бразды правления на все 100% в его руки. Ну, я думаю, что для женщины это и нормально. А сейчас давайте просто достанем буквы, которые будут в его имени, или которые есть в его имени, или фамилии. Я эти карты не трактую, просто достаю для букв. Итак, первое Д. Ну, например, Дмитрий. Это не Дмитрий, это, например, Дмитрий. Хотя и Дмитрий тоже может быть. Л у нас остается в силе. Г.
Б. И последняя карта. И последняя карта у нас мужская бланка. Ну что ж, дорогие мои, вот те, кто выбрал этот вариант, я вам сразу хочу сказать, что вы совершенно точно, я рассчитывала этот расклад сделать просто в качестве такого отдыха, не развлечения, а именно отдыха, чтобы просто человек посидел, задумался о себе, задумался о том, какой он видит свою будущую жизнь в семейной паре и так далее. А у нас получилось так, что вы обречены выйти замуж в ближайшее время. Ну, давайте достанем, наверное, на сроки одну все-таки карту из Таро. И посмотрим, что это будет за срок. Это срок. А замужество состоится приблизительно в районе Нового года. Но, скорее всего, именно после Нового года. Ориентировочно где-то так 5-20 января. Берегите себя, а у меня для вас все и до скорых встреч. Давайте следующую нашу позицию. Нашу следующую позицию. Так. Ну что ж, я вам хочу сказать. Дело в том, что да, брак у вас состоится, бракосочетание у вас будет. Вы действительно встретите человека, который вам по судьбе, человека достаточно положительного, но дело в том, что вот этой встрече будет предшествовать какая-то ваша потеря. Это первое. Но здесь потеря может касаться, знаете, такого момента, скажем, не финансовая потеря, а потеря человеческого ресурса. Знаете почему? Потому что дело в том, что здесь будет какая-то конкуренция у вас. Может быть, будет соперник. Или, может быть, этот соперник у вас уже есть. Ну, например, у вас любовный треугольник, и вы мечтаете, что, может быть, вы с этим человеком все-таки сойдетесь, поженитесь, он уйдет от жены и так далее. Да, возможно. Но вот потеря этого ресурса будет ваша очень, ну, такая... Не могу сказать значительная, может быть, не столько значительная, сколько утомительная. Вот так, наверное, правильнее сказать. Вы выиграете в этом соперничестве, в этой конкуренции, но пока будет происходить борьба, вы будете немножко связаны по рукам и по ногам. Ну, в переносном, конечно, смысле этого слова. То есть здесь речь идет о том, что будет так, знаете, немного, как правильно выразиться, не будет возможности маневра у вас с этим человеком. Вот причину не знаю, мы не будем ее выяснять, потому что мы просто смотрим в принципе, да, состоится и с кем может состояться. Если же у вас сейчас нет любовного треугольника, вы совершенно одиноки, и для вас это никак неприемлемо, то здесь просто может быть, знаете, вы не будете проявлять там какой-то особой активности, хотя будет очень хотеться быть с этим человеком, у него, возможно, будет партнер уже на то время, когда вы познакомитесь, или он еще не отошел, не отойдет от бывших отношений, которые, возможно, у него были. Ну, у всех у нас были когда-то какие-то отношения и неоднократные. Да? Ну, так устроена жизнь, к сожалению. Вот. И вот здесь, конечно, вам, знаете, с одной стороны, я не говорю, что здесь будет борьба какая-то за него и так далее, и так далее. Здесь не борьба, а здесь просто ваш такой мудрый подход к вашим отношениям, которые вот начнут только-только завязываться. Это в том случае, если это не любовный треугольник. Ну и сейчас давайте сначала я выложу карты, а потом мы будем о них рассуждать. Итак, что за человек? Вот и просто его характеристика. Понимаете, здесь вот старший аркан. Тоже у нас карта что-то убегает сегодня целый день. Старший аркан.
Здесь, знаете, очень сложно сказать о его характеристике, тем более по повешенному. Почему? Потому что здесь неизвестно, что будет, когда он выйдет из этого состояния висячего. Это не значит, что он висит, это не значит, что он в каких-то таких вот тисках, это не вообще, это вот повешенный, это не положение человека, когда он связан по рукам и по ногам. Это положение человека, который пытается отсеять дерн от плеера. Вот все-таки все равно мы возвращаемся к этому любовному треугольнику, потому что очень может быть, что он сейчас как раз над этим задумывается, если у вас такая ситуация все-таки присутствует, да, этот любовный треугольник. Но по большому счету, это человек, который очень долго рассуждает перед тем, как совершить какой-то поступок, перед тем, как что-то сделать, перед тем, как принять какое-то решение. Он будет взвешивать все за и против. И, кстати, не будет... Суть-то повешенного заключается в том, что он пытается понять, где он совершил, где он может, точнее, совершить ошибку, и не будет ли меркантильным то, что он делает. Поэтому я бы сказала так, что человек достаточно духовный, но он на пути к этой духовности. То есть он постоянно думает, как бы вот не ошибиться, что это настоящая любовь, как бы не ошибиться, что это именно тот человек, что это именно то чувство. Это не значит, что он сопли жует, и там он тянет кота за хвост, да, как у нас говорят, или что-то в этом духе. Нет, здесь речь идет о том, что просто он очень обдуманно ко всему подходит. И не будет спешить. Вот по Киперу спешить не будет. Все, что будет происходить между вами, да, он вообще по жизни, он не спешит. Вот я с самого начала сказала, что вот он такой, что он будет сидеть, рассуждать, думать, взвешивать все за и против, и понимать, не совершает ли он ошибку. Вот так это и будет. Он встретит вас, потому что здесь у нас замечательная девушка выпадает, да, карта женская, но он будет ждать, потому что он по жизни так. Он по жизни ждет. Он и очень может быть, кстати, я вам хочу сказать, что он будет ждать от вас первого шага. Может быть, поэтому вот здесь идет речь о конкуренции, да, если это не любовный треугольник. Что он будет ждать от вас первого шага, намека какого-то. Я не говорю, что нужно подойти и сказать, давай пошли поженимся. А вот как раз от вас какого-то намека на то, или какого-то знака просто, что он вам нравится. Потому что он будет бояться, вот опять-таки мы возвращаемся к повешенному, к нашему, что он будет бояться нарушить какую-то идиллию. Он будет бояться, что он на вас будет давить, он никуда не будет спешить, он постепенно будет подходить, он умеет ждать. Вот это самое главное. Человек умеет ждать общения, причем сначала общение, а потом уже все остальное. Человек умеет говорить, человек умеет слушать, что немаловажно для женщины, потому что женщина всегда говорит. По поводу семейности, вот все-таки насколько он семейный, боже мой, да вы посмотрите, как вот даже специально, я не знаю, там вам видно или нет, вы посмотрите, у нас карта свадьбы. По поводу семейности, да, как он будет к этому относиться. Мой дом, моя крепость, ну это нормально. Дети в обязательном порядке. Без детей он семьи не представляет. Опять-таки, если это ваши дети, значит это общие дети. Если это его дети, это тоже общие дети. И здесь милые дамы тоже должны понимать, что если он к своим так относится, он и к вашим будет, ну, плохо относится. Например, он и к вашим будет плохо относиться. Хорошо относится к своим, значит и к вашим будет относиться хорошо. Я не говорю о совместных. Совместные это уж такое дело. Хотя этот брак в любом случае принесет вам ребенка, потому что здесь у нас замечательная карта ребенка после того, как вы будете жить вместе. Ну, то есть это просто, вот у нас связочка карт так получилась, да? И если сказать о том, насколько он способен вообще к семье, да, он семейный человек, да, он, может быть, очень долго рассуждает, но он, если принимает решение, то раз и навсегда. И уже сдвинуть с места, например, вашу семейную жизнь будет практически невозможно. Вот он решил, что он женился, он решил, что вы его жена, и это будет навсегда. Ну, если вы, конечно, сами потом все это не разрушите. Но на отношения, на свадьбу, на женитьбу он настроен будет изначально. Жить будете в его доме, это совершенно точно. Ну, а про детей я сказала, здесь у нас так все получилось, что вообще
что вообще. Единственный момент, который, может быть, его засмущает в случае, если вы планируете, скажем, общих детей. Так, дамы, которым за 60. Вот вы должны понимать, что вас вопрос детей может касаться только ваших общих детей, ваших личных детей и его личных детей. Поэтому не надо мне писать, мне 60, я родить не могу. Надо немножко соображать, я думаю. Потому что здесь у нас общий расклад. Так вот, по поводу его вообще желания и стремления иметь детей, как он это видит. Да? Он видит семью с детьми совершенно точно и совершенно однозначно, это без вопросов. Но если есть дети ваши, если есть дети его, здесь вопрос снят. То есть это одна семья, это вы вместе, здесь все понятно, все ясно. Но если говорить о совместных детях с ним, то здесь он понимает, что только тогда, когда у вас, точнее у семьи у вашей, я имею в виду, будет очень стабильное материальное положение, и он будет понимать, что он сможет этих детей поставить на ноги, и своих, и ваших, если там они есть и у вас, и у него, и ваших общих, только в этом случае он будет серьезно задумываться о рождении общих детей. Поэтому тоже такой, знаете, очень серьезный и очень правильный подход, взрослый подход, ответственный подход не только к созданию семьи, но и к тому, чтобы род продолжался. Это уже тоже немаловажно. Почему-то мне так кажется, что по этому раскладу, может быть, он был сам из многодетной семьи. Ну, я не имею в виду там 50 детей, но, по крайней мере, это тоже не исключено. Или из семьи, где очень ответственно относились к самому институту семьи, да, вот к этой ячейке общества. Поэтому он считает, что нищих рожать не надо. Те, что есть, да, вот этих нужно ставить на ноги. А если получится, если сложатся обстоятельства таким образом, что у него получится еще и создать будущее новым детям, да, вашим совместным детям, да, он будет на это согласен. Но очень ответственно к этому подойдет. И, кстати, решать вы это все будете вместе. То есть, если вы думаете, что вот так получится, да, что я родила, и это все на его плечи, как хочешь, так и корми, нет, здесь будет какое-то обсуждение чего-то очень-очень важного. Это будет совместный подход, да, это будет совместное решение. Вот давай, мы это видим так, и вот так, когда у нас родится ребенок, да, или мы будем планировать ребенка, мы будем делать то-то, то-то, то-то. То есть, действительно, очень серьезный подход к этому вопросу. Материальное положение здесь у нас замечательная карта, которая есть телец, который покровительствует Венера, которая есть символом роскоши. Поэтому по материальному положению я скажу так, человек достаточно, человек достаточно такой самостоятельный и состоятельный, причем, если вдруг, самодостаточный, да, скажем, я не говорю прям там миллионер какой-то, давайте реально смотреть на вещи, хотя, может быть, у кого-то и кому-то и повезет какого-нибудь такого олигархика себе отхватить. Но, тем не менее, человек достаточно самодостаточный в первую очередь, потому что он знает, где взять деньги. И если вдруг сложится ситуация, что не получится брать обычным путем деньги, он не боится ничего, он знает, как сделать так, чтобы они у вас появились. Точнее, у него, извините, чтобы они у него появились. То есть в плане материального какого-то благополучия здесь вы можете не переживать. В принципе, может быть, будут какие-то спады в будущем, да, потому что сейчас у нас перестройка великая, еще очередная перестройка. Просто понятно, что что-то как-то будет по-другому в нашей жизни, не так, как было. Это все мы понимаем, но все не понимаем, как жить. Так вот он точно знает, как жить. Карьера. А вот в карьере у него, знаете, что-то такое произошло, что-то у него изменилось в карьере. Причем я не исключаю, что ему пришлось перестраиваться, придется, точнее, перестраиваться. Или, может быть, сейчас он перестраивается в плане вот этой самой карьеры. Да, что-то такое будет происходить или происходит, да, когда ему нужно будет переквалифицироваться на что-то. Ну, я думаю, это не только его коснется, это вообще коснется уже почти всех нас, наверное, живущих на Земле. Что-то очень серьезное изменится. Причем вот эти изменения повлекут за собой какие-то материальные трудности.
с его стороны. Но опять-таки он выпутается. Он будет знать, как строить свою жизнь дальше. Хотя сейчас он над этим не задумывается. Сейчас, скорее всего, он занят вот конкретно какой-то там своей работой, своими задачами и так далее, и так далее. Вот я вспоминаю, по-моему, я не сказала, каким образом произойдет ваше знакомство. Ну, давайте я достану сейчас карту для того, чтобы понять, каким образом у вас... А у вас дно колоды, ё-моё, а мы-то его и не посмотрели. А дно-то колоды у вас свадьба по любви. Вот в чем дело. Поэтому, ну что, расклад можно заканчивать. Давайте глянем все-таки одну карту, как именно произойдет ваше с ним знакомство. Вот оно произойдет, когда вы, возможно, не будете понимать вообще, как жить дальше. И, возможно, в этот период вы найдете либо новую работу, либо что-то новое найдете, да, либо, опять-таки, переквалифицируетесь, либо решите каким-то другим способом финансовые вопросы свои. Или будете решать другим способом какие-то ваши финансовые вопросы. Не буду вникать в подробности, что бы это могло быть, это мы оставляем для каждого из вас. Ну и результат этих отношений, конечно, супер папа, супер муж, супер... заботливый человек будет рядом с вами, который не оставит вас ни на одну минуту. Ну, что можно сказать, король жезлов не бросит, не оставит, будет всегда рядом, будет всегда вас тащить на себе, будет всегда стараться сделать для вас жизнь сказкой и спасать вас в любые сложные минуты вашей жизни. Хотя, честно вам скажу, вот с этим человеком у вас сложных минут в жизни, наверное, не будет. Здесь самое главное, вам так или иначе постараться найти с ним какой-то компромисс, уже находясь в совместных, ну, в отношениях, да, в партнерстве. Сейчас я достаю карты, которые покажут, какие буквы имени или фамилии будут присутствовать у него. Буква, ну вот интересно, буква Q, не знаю даже, как ее можно назвать. Ну, пускай это будет буква U. З. К. Е. Ну и последнюю. И F. И сейчас я достану, конечно же, еще одну карту, которая нам покажет, когда состоится либо ваша встреча, либо ваше знакомство. Ой, либо ваше знакомство, либо ваше бракосочетание. Сила нам об этом не скажет, потому что ничего себе. Да, интересно. Ну ладно, раз у нас выпали старшие арканы, я вообще не трактую, ну, не планировала, по крайней мере, трактовать вот этот момент, да, который только потому, что выпали старшие арканы. Итак, у вас состоится, давайте по порядочку, такое время, что ли, сбора урожая какого-то, ну, вашей какой-то деятельности, да, может быть, вы там, было какое-то дело, вы его хотели завершить, не знали как, и вот уже еще один расклад у нас пошел, вы это дело завершите, в результате чего вы получите возможность, которую не имели до этого. Это что-то увеличит для вас. Это может быть, например, какой-то доступ к каким-то делам, каким-то компаниям. Может быть, вы работу меняете. Или, может быть, это касается, например, развода, допустим. Вы были не свободны, занимались оформлением там, документов и так далее. Может быть, делили наследство. Вот что-то такое, да? И благодаря этому вам попадают в руки какие-то дополнительные ключи, какие-то дополнительные ниточки, которыми вы дергаете. После этого будет получение документального момента, то есть документально вы получите уже подтверждение вот этой вашей деятельности, направленной на сбор урожая. А сам этап либо вашего знакомства, либо все-таки вашего замужества, вот здесь я все-таки оставляю открытым вопрос, состоится ближе к Новому году. Это декабрь месяц, ориентировочно. Ну что ж, дорогие мои, я, конечно же, желаю вам любви, счастья.
чтобы все у вас было хорошо, чтобы вам ничего не мешало в вашей жизни и в ваших отношениях, чтобы любовь вас никогда не покидала. Берегите себя, будьте любимы и любите сами. А у меня все для вашего варианта, и до скорых встреч. Ну и что, у нас такой хитрец, здесь появился третий вариант, где выпало сразу аж 2 карты. В общем-то, на это у нас был сигнификатор того, выйдете ли вы замуж, суждено ли вам это и так далее. Да, вам суждено выйти замуж, действительно. Но теперь понятно, почему 2 карты выпало. Потому что, скорее всего, вы заняты какой-то фарт у вас. Или пойдет, или уже пошел. Вот что, но, скорее всего, это касается деловой сферы вашей жизни. Это может быть связано с какими-то контрактами, с какими-то вот такими делами. И вы из-за этого можете пропустить свое счастье, потому что у нас здесь совершенно однозначно вот люди стоят перед высшей инстанцией власти, заключают какую-то бумагу, какие-то договора, что-то такое заключают, когда один из все-таки вырывается из каких-то клеток и уз, непонятно каких, может быть, ваших внутренних и так далее. Поэтому понятно, почему здесь выпало у нас сразу 2 карты. То есть при условии, если вы, знаете, у вас получается сейчас в приоритете все-таки стоит, наверное, все-таки в приоритете не столько это брак, знаете, вот как хочется, да, чтобы был кто-то рядом, чтобы не в одиночестве находиться, хочется очень сильно, но дело в том, что некогда, просто некогда, вот сейчас, когда у всех такая полная попа, а вот здесь у вас какая-то, ну, довольно-таки неплохая ситуация, какой-то фарт пошел вдруг, да, как говорят игроки, фарт пошел, и вот здесь интересненько получается, да, и вы боитесь этот фарт с одной стороны упустить, а с другой стороны, если вы не остановитесь и не передохнете в конце концов, то можете пропустить другой свой фарт. Это замечательные отношения. Давайте посмотрим дно колоды, то я в прошлом варианте забыла. Боже, дно колоды 5 жезлов. Опять вы вот будете заняты борьбой за какими-то своими делами, да? Да, вы из этой борьбы выйдете победителем, поэтому можете особо не переживать и особо не тратить много времени на решение каких-то социально-деловых вопросов, потому что все равно вам по судьбе будете победителем. А все-таки помните о том, что жизнь, она проходит и не возвращается. Время упущенное, время уйдет, время упустили, и человек может уйти. Будем надеяться, что он хороший. Давайте выложу сейчас карты, и потом мы будем рассуждать. Да уж, скажу я вам. Ну что, по поводу того, что это за человек, какой он? Какой он, этот человек? Вот здесь, понимаете, какая история? Я не могу сказать, что он плохой, хороший, вообще так говорить нельзя, естественно, само собой разумеется. Но здесь есть один момент. Он очень привязчивый. Он привязчивый до такой степени, что от него не отцепишься. И вот здесь просто может возникнуть такой вопрос, что в один прекрасный момент, да, вот тем более, что у нас все-таки старший аркан здесь на итог выпал. Аркан влюбленный, его, конечно, можно трактовать как любовь, морковь. Но по большому счету это карта выбора. Аркан выбора между добродетелью и злом. Вот, поэтому давайте отсюда будем плясать. Все-таки начнем отсюда, с финала. Вы будете стоять перед выбором в итоге. Почему? Первый вопрос. Потому что очень прилипучий, очень приставучий. Он не сможет от вас отвязаться. Здесь вот какая-то такая привязанность у человека будет к вам. Да и вообще, наверное, ко всем. Потому что просто даже, я бы сказала, разрушительная привязанность. Это не залипание, это именно душевная привязанность. То есть он настолько, если он, скажем,
просто вы ему скажете: пшел вон, ты мне надоел, ты мне не нужен, я тебя уже больше не люблю. Вот все, для него это будет смерти подобно. Поэтому здесь, конечно, сложный вопрос, но давайте дальше будем смотреть, и дальше будем посмотреть, что там будет происходить. Давайте уточним. Ну вот, понимаете, вот эта привязанность, он будет, если вдруг, например, вы поссоритесь или что-то такое, это у него просто характер такой. Вот здесь я вам хочу как бы уточнить, да, что вот как он к вам привяжется, да, вот так ему будет сложно отвязаться от кого-то другого. Я не говорю, что он будет бегать на сторону там куда-то. Я не говорю о том, что у него там будет еще кто-то из его прошлой жизни, с кем он не сможет там, скажем, порвать отношения или что-то в этом духе. Здесь речь идет о том, что он как бы будет, может быть, сравнивать вас с кем-то. Ну, точно так же, как, наверное, и вы будете сравнивать. И каждый человек сравнивает кого-то с кем-то, да, из своего прошлого. И вот здесь вот это ерунда такая. Но к вам он привяжется очень быстро. По какой-то причине. Не знаю, по какой. Причем он вам даст шанс, скажем, в какую-то минуту, в какой-то момент общения сказать, что если хочешь, можем сейчас это все прекратить, и чтобы потом не было больно, чтобы потом мы там, ну, вот как-то не расставались с такими ранами душевными и так далее. Но вы-то этого сами не захотите. Вам с ним будет хорошо, он интересный товарищ, он очень интересный товарищ, он знает, как жить, он знает, что делать и так далее, и так далее. То есть он самодостаточный, причем фартовый товарищ. Вот чтобы он не задумал, бывают такие люди, когда, несмотря на все превратности судьбы, ему вообще все пофиг. Вся страна там, допустим, или весь мир там в какой-то катаклизме, пардон, находится, то ему вообще все по барабану, потому что у него все получается. У него вот за что бы ни взялся, все идет. Просто вот такой фартовый человек. Надолго ли этого фарта хватит? Тут мы это, конечно, не рассматриваем. Вот. И вы, видимо, из-за того, что он фартовый, из-за того, что с ним легко, из-за того, что даже не то, чтобы легко, с ним надежно. Потому что чувствуешь какую-то защищенность, чувствуешь уверенность в завтрашнем дне, которой нам сейчас всем не хватает, и так далее, и так далее. И вы сами не захотите прервать отношения. Но потом вам будет очень сложно, если вы вдруг захотите этого. Я не говорю, что это произойдет. Мы этот момент не смотрим, потому что не состоялось главное событие. Да? У вас нет сейчас главного события. Нет этого замужества, поэтому говорить о таких вещах просто рано. И потом он уже от вас не отстанет, он будет всегда рядом с вами, он будет ходить вот так вот по пятам, просто ходить, бродить, в общем, не знаю. И даже если случится так, что вы расстанетесь, все равно он будет, может быть, с вами советоваться. Вы для него станете чем-то больше, чем, скажем, ну, просто любимый человек, гораздо больше. Это что-то какая-то супер глубинная такая связь. Ну, непонятная на этом этапе. Потом, может быть, все у вас выяснится, все может быть потом. Следующий момент, давайте посмотрим, что он там с семьей делает. Как он к семье будет относиться. Ну, опять-таки, вот смотрите, да, он, опять, и у вас тоже замечательная карта замужества, да, карта свадьбы. Да, он готов, вот это же понятное дело, что он, конечно, имея такую привязанность сумасшедшую, конечно, он захочет сразу же жениться и будет вас потом, не сразу. Сразу это будет какое-то, знаете, такое налаживание, может быть, чего-то и так далее, и так далее. Давайте достанем сейчас второй, посмотрим, каким образом произойдут эти налаживания мостов. Ну вот все так же, да, подстать. Девятки, если, скажем, не вникать, а просто смотреть в картинки. Если не вникать в суть самой карты. Какая-то встреча где-то, как вам сказать, это что-то приятное будет. Какая-то приятная встреча, где очень много музыки, где очень много общения. Вот здесь что-то связанное с музыкой, что-то связанное с таким развлечением, может быть. Но музыка это точно. Может быть, театр какой-то. В общем, не знаю, что это такое. Вот там вы с ним познакомитесь. И это, кстати, одно подставить другое. Может, ресторан, конечно. Такое может быть. Но когда вы будете с ним знакомиться, у вас будет приятное ощущение. Давайте уже достану еще, когда это произойдет. Либо ваша свадьба, либо ваше знакомство. Я здесь не вникаю в эти подробности. Уже так старший аркан. В эти подробности я уже так не вникаю. Старший аркан. Все, это мы будем, значит, расшифровывать в конце.
Так, так вот, по поводу, давайте вернемся к нашим баранам, по поводу его стремления к семье. Из-за того, что он боится привязаться, и эта привязанность может разрушиться в любой момент, он сначала будет брыкаться, и как бы к семье он будет, знаете, такое вот отношение, может быть, вам покажется, что вот ему семья вообще нафиг не нужна, ему вообще ничего не надо. Вот, ему бы только развлекаться, да, где познакомились, вот туда и будет тянуть. На самом деле нет, он просто будет бояться, что это все очень хрупко, и все это может поломаться, а он привязчивый, он, может быть, в глубине души это ощущает, что да, он привязчивый, ему очень хочется быть рядом с вами. Но, тем не менее, все равно свадьбы вам не избежать. Вот тут даже нечего и говорить, нечего и раздумывать. Так или иначе, он на нее согласится, и он сам вас будет провоцировать к тому, чтобы у вас состоялось бракосочетание. Дети, дети, дети. Ну, знаете, скажем так, если не будет собственного жилья, отдельного, дом, квартира, вообще отдельного, ни родителей, никого другого, ни о каких детях речи быть не может. Давайте достану еще одну. Как он будет относиться, вдруг у вас есть дети. Как он будет относиться, да, вот если у вас есть дети, да, и у него есть дети, он будет, ну, скажем так, настоящим таким отцом он не станет. Ну и вообще чужой человек не может стать. Ну, это редкие индивидуумы таким настоящим отцом. Но, тем не менее, баловать детишек будет. Вот так скажу в двух словах. Баловать детишек будет. В материальной сфере. Ну, как-то не очень сейчас у него в материальной сфере. А все, знаете почему? А потому что была какая-то ситуация у него совсем недавно, что, я скажу здесь коротко, наверное, либо ситуация 100% такая, либо типа такого, просто его кинули на деньги. Он, я не хочу сказать, что он поверил кому-то, да, или что-то еще такое, но, может быть, он рассчитывал на какой-то заработок или на что-то еще такое, потратил на это, может быть, свой человеческий ресурс, а может быть, даже и свои деньги там на какой-то, извините, на какой-то там, ну, я не знаю, там какую-то компанию, которая предоставляет работу, но эта компания ему ни работы не дала, ни возврата денег, ничего. В общем, короче говоря, здесь какая-то неприятная особа просто развела его на деньги, и он поддался. Не знаю, что это может быть, поэтому на этом остановлюсь, достану еще одну карту. В принципе, что он из себя может представлять? Два варианта. Либо он игрок, в широком смысле слова, в том числе и в казино, а может быть и не только в казино, это первый вариант. Я говорила о том, что он очень фартовый. А второй вариант, это человек, вот к счастью или к сожалению, он не любит, скажем, он не будет работать за малые деньги. Вот если нет больших заработков, он на работу и не пойдет. Ему и не надо. А вот будут большие заработки, большие барыши, там, или, может быть, большой выигрыш, куш, джекпот, что-то такое вот. Да, тогда он будет тратить все свои силы, все свои ресурсы, резервы на то, чтобы эти деньги заработать, на то, чтобы это все реализовать. Карьера его. Вот что-то очень много мечтаний. Очень много мечтаний, понимаете, он хочет какую-то построить свою карьерную, там, я не знаю, карьерный путь, я бы так сказала даже. Вот, просто именно карьерный путь, вот я не оговорилась. Но дело в том, что у нас на Украине говорят, за дурной головы ногам покою нема. Ну, я думаю, на русском понятно, да? Из-за того, что он какие-то воздушные замки строит, к этим замкам стремится, он не может построить карьеру. Поэтому здесь, если, ну, женщина, ведь она всегда должна быть мудрее мужчины. Мужчина должен быть сильным и надежным, а женщина должна быть мудрая, да? Ну, так у нас учат, так нам говорят. И вот здесь все будет зависеть, конечно, от женщины. Если вы его направите в правильную дорожку, правильное русло, то, скорее всего, все будет хорошо. Другое дело, что хватит ли у вас мудрости это все сделать. Ну и последнее, это то, чем все закончится. Вот все-таки вы станете перед выбором. Оставаться с ним, не оставаться. Причиной тому станут деньги. Причиной тому станут деньги.
Нет, вы знаете, все-таки, наверное, он действительно будет безумно, просто безумно в вас влюблен настолько, что вы измените его линейку судьбы до неузнаваемости. Но я так смею предположить, что, наверное, и вы его будете любить, иначе вы бы ничего не меняли бы, вы бы его послали бы и все. Вы действительно, у вас будут любовные, и вот в данном случае любовники, наверное, больше не выбор между добром и злом, а все-таки любовники, это вот в самом прямом смысле этого слова, это любовники. Любовь будет присутствовать, и вы сможете изменить и свою линейку судьбы благодаря ему, и его линейку судьбы. Вы измените, да, это вообще 40-10 плюсов в карме. Я вам серьезно говорю, в данном случае я не шучу. Вот, поэтому это и ваш шанс исправить свою судьбу посредством того, что вы поможете исправить ему его судьбу. Ну, я говорила о том, что мы посмотрим, когда это все дело состоится, как это все будет происходить и так далее, и так далее. Здесь, знаете, просвечивается еще один вариант, о котором я не хотела говорить в самом начале. Но я все-таки его назову, потому что вот он даже по старшим арканам просветился. Вот человек, возможно, сидит где-то в местах не столь отдаленных, или, может быть, он просто военный, который куда-то там ушел, красивый, здоровенный, и по независящим от него обстоятельствам, ну, призыв в армию или что-то в этом духе, или, может быть, ну, в общем, я не знаю, там какая-то вот такая канитель. В общем, в каком-то заточении находится. И вот он не знает, как вырваться оттуда из этого заточения, а вы его ждете. Вот приблизительно так. И понимаете, что с одной стороны оно вам не надо, а с другой стороны сердечко стучит. Это один из вариантов. Еще раз повторюсь, может быть, не всем и подойдет. Но он есть, я его озвучиваю. Итак, каким образом, когда вы либо познакомитесь с ним, либо вы выйдете за него замуж. Начнется все с того суда, который... Ну, то есть с какого-то судьбоносного момента, связанного со справедливостью. Опять-таки напомню, здесь у нас энергии, как электрический ток, течет по проводам, вы подключаете разные приборы, и они работают. Вот так же к этой энергии вы подключаете свою ситуацию, и она, естественно, заработает. Вот, что-то связано либо с судом, либо с получением справедливости какой-то, выяснением отношений, выяснением обстоятельств или чего-то такого. Скорее всего, связанного с работой. Но у вас это все дело не получится, это все разрушится. Вот то, что вы там планировали, да, может быть, отстоять, может быть, работу сохранить или что-то еще, не получится. У вас это все дело разрушится, но разрушится к лучшему, потому что вы поймете, господи, да ушло и слава богу. Ну, может быть, первое время будет какой-то шок, да, потому что нарушаются ваши планы. Не столько то, что произошло, а сколько то, что нарушились наши планы. Ведь это нас выводит в первую очередь из равновесия. Но вы разумно подойдете, вы поменяете свои планы. И это состоится с мая по август месяц. Нет, по сентябрь, даже где-то по 20 сентября. Вот такой длинный промежуток называю, потому что так здесь действительно об этом говорят эти карты. Вот такой вот длиннючий промежуток времени. То есть начиная с мая месяца и до августа. Нет, до сентября, извините, где-то до 20-х чисел сентября. Вот приблизительно так. Ну, а теперь давайте поищем буквы. Да, у нас здесь есть буквы 2, они остаются в силе. Ну, буква 1 получилась, буква С. Следующая буква У. И мужчина, и дальше я доставать не буду. То есть вот одна из этих трех букв или двух даже букв. Ну, так получилось. Ну, хотя это можно еще считать как К. И как С. То есть будем считать это С, К, С и У. Что у нас получилось? Вот это те буквы, из которых может состоять либо фамилия, либо имя человека, о котором мы здесь рассказывали. И карта у нас выпала мужская бланка. Что я могу сказать? Дальше у нас расклад заканчивается, потому что человек вам по судьбе. Вы выйдете замуж обязательно. Я сказала, еще раз повторюсь, начиная с мая месяца по август, либо состоится ваше знакомство, либо состоится ваше, по сентябрь, извините, либо состоится ваше бракосочетание, если вы все-таки с ним уже как-то знакомы. А я вам желаю, конечно же, любви, счастья. Эти 100 плюсов в карме пусть останутся у вас в любом случае. У меня для вас все. До скорых встреч. Ну что ж, последняя наша ситуация.
Встретите ли вы свою любовь? Выйдете ли вы замуж? И как узнать вашего мужа? Эта карта дает один единственный ответ. Да, вы выйдете замуж, и союз ваш будет прочен, гармоничен и благополучен. Но здесь одно единственное, может быть, есть предупреждение, это не спешить, потому что здесь у нас алхимический процесс, который, конечно же, не терпит суеты. Здесь все нужно делать медленно, аккуратно, с расстановкой, внимательно и не торопить события. Итак, давайте начнем. Дно колоды. Замечательно. На дне колоды у нас прекрасные карты «Брак по любви». Поэтому, ну, я думаю, можно расклад заканчивать. Давайте посмотрим еще, что нам захотят рассказать карты более конкретно. Ух ты, елки, еще куча старших арканов. Ну что ж, давайте начнем с самого начала. Наше начало – это характеристика вашего человека, с кем вы будете вместе, кто вам судьбою дан. Ух ты! Кто вам судьбою дан на ближайшее время. Сейчас мы посмотрим не только кто дан, а еще как его распознать, как его идентифицировать. То есть я имею в виду, это, конечно, будут и буквы в конце расклада, и посмотрим, как произойдет это знакомство ваше. Ну, давайте с самого начала. Просто вот что за человек? Карта Суд, одна из лучших карт колоды, которая говорит о том, что человек вообще по жизни в приоре. Вот просто даже общение с ним, любая коммуникация с ним обязательно приносит человеку радость жизни. Обязательно приносит радость жизни. И для тех, у кого может быть сложное положение, для тех, у кого, знаете, кому не хватает просто общения, для тех, ощущение такое, это психотерапевт какой-то. Когда человек приходит к нему, какие бы проблемы у него ни были, что бы у него там ни происходило, это все снимается рукой. После него человек выходит как воскрешенный, да, потому что карта суда, это в первую очередь, это саркофаг воскресения. То есть переход от одного состояния, бог знает какого, в состояние полной радости и блаженства. Поэтому, ну вот, это может быть и психотерапевт по специальности, да, или может быть доктор какой-то, или может быть еще что-то такое вот с этим связанное, да, может быть какой-то социальный работник, и такое может быть. Но это может быть и просто энергетика у человека такова, что вот с ним пообщаешься, бывает такое, приходишь к человеку, поговорил, и вроде бы вот у тебя все прям с души 100 камней убежало, утекло, и стало легче намного и так далее. Может быть, это просто человек, душа компании, такое тоже может быть, когда он приходит, всем становится легко, всем становится хорошо. Он умеет настроить людей на какой-то позитивный лад. Ну, в общем, хороший. По характеристикам человек хороший. Давайте посмотрим. Во-первых, каким образом состоится ваше... Вот это интересненько так. Он к вам сам придет. Честно, я не знаю, что это. Он к вам сам придет и предложит вам, сделает вам предложение, от которого вам сложно будет отказаться. Это предложение будет носить скорее материальный характер. То есть это может быть какие-то фундаментальные вопросы будете решать. Может быть, просто он предложит вам, например, какую-то совместную работу. Может быть, еще что-то. А может быть, и брак по расчету предложит. Такое тоже может быть. И вот этот брак по расчету превратится в благоприятный, просто потрясающий союз на долгие-долгие годы. Очень интересная ситуация, интересный поворот. Ну ладно, давайте посмотрим сейчас все-таки дальше, что нам говорит карты. Все-таки о нем давайте. Вот смотрите,
человек не понимает отношения, то есть отношения или есть, у него не бывает такого. Может быть, как-то так, а потом по-другому. Либо отношения у вас с ним есть, либо у вас с ним отношений вообще нет. То есть я хочу сказать, что он вот так относится. Это должно быть все правильно, это все должно быть, может быть, даже документально. То есть штамп в паспорте для него важная часть жизни. И именно благодаря этому, но он не спешит. Вот он не будет спешить к этому. Это да. Вот здесь он будет смотреть, насколько он в состоянии обеспечить семью, насколько вы в состоянии стать для него женой. В общем, много таких моментов. Ну, так же, наверное, как и вы рассматриваете, да, насколько он в состоянии быть мужем и так далее. И вот здесь точно совершенно то, что он спешить не будет. Если нужно будет ждать, он будет ждать, но штамп в паспорте для него действительно очень-очень важно. И, кстати, именно благодаря вот этому штампу в паспорте у него развяжутся руки, и это будет для него какой-то фортуной. Ну, смотрите, если у нас здесь речь идет о фиктивном браке или чем-то еще, и вы просто это, ну, сделка своего рода, то здесь все однозначно. Я думаю, что вам тогда вообще нет смысла смотреть дальше. Если же, хотя вот здесь все это дело перерастет в любовь и в союз. Но если все-таки здесь у вас нет такого момента, да, что это брак по расчету, что вы именно этого ждете, просто на вас кто-то женится ради документов, заплатит деньги и так далее, то здесь тогда будем рассматривать дальше. Потому что вот у меня такая информация идет. Брак по расчету просто ради документов. И, кстати, не для того, чтобы вам навредить, а наоборот, чтобы вам чего-нибудь такое еще и преподнести. Ну, чтобы вам было хорошо в этом браке. Ну, то есть это сделка, просто сделка. Ну ладно, давайте все-таки будем рассматривать. Я думаю, что это понятно, к этому я больше возвращаться не буду. Вот к браку по расчету и ради документов я возвращаться все-таки не буду. Его отношение к семье, в принципе, к семье. Торопиться не будет. Семья для него возможность показать себя как мужчину, реализовать себя, вот так правильно, реализовать себя как мужчину в этой жизни. Иначе он просто считает, что нет смысла жить вообще. А вот по поводу детей неоднозначно все. Вот, к сожалению, да, к сожалению, очень неоднозначно. При всем при том, что он, скажем, если у вас будут общие дети, ну, давайте достану одну карту. Если у вас будут общие дети, я не могу сказать, что это будет для него каким-то супер-пупер счастьем. Для него он будет выполнять свой долг, он будет делать так, как он должен делать. Но человек не очень-то полюбляет вообще детей. Он вообще детей не любит. Вот бывают такие люди, да, не потому что именно от вас или как-то еще нет. Он не умеет с ними общаться, он не умеет... Ну, тут мы не рассматриваем причины. Почему? Может быть, потому что просто у него характер такой, может быть, у него воспитание такое. Но вот детей он не воспринимает. Это для него абуза, свои собственные дети. Если у вас есть дети... Ваши дети, скорее всего, будет такая дистанция. То есть это не будет ни хорошо, ни плохо, это просто будет. Это будет просто сосуществование. Скажем так, стремиться стать отцом он вряд ли будет. Для него это будет просто работа какая-то, необходимость какая-то или что-то еще, что-то в этом духе. Что-то в этом духе. Давайте посмотрим материальную сторону, все-таки как он... А вот то, что касается материальной стороны, то здесь очень интересная история. Очень интересная история, потому что в материальном смысле у него он как-то рассчитывает больше на какого-то спонсора, который, кстати, ему денег валит немерено. Я бы сказала так, что очень может быть, что это все-таки речь идет о молодом каком-то человеке, ну, относительно молодом, да, не состоявшемся еще, который, может быть, не стоит на ногах уверенно, да, который только начинает жить, ну, я не знаю, там, во сколько сейчас начинает жить, 20 лет,
в 25 лет, там у каждого по-разному, ну, молодой человек, у которого есть очень состоятельный спонсор, который его содержит. Этот спонсор может быть папа, например, но это мужчина какой-то. Хотя здесь может быть просто речь идет о получении каких-то дивидендов от чего-то. Например, он вложил куда-то деньги, это если он все-таки не молодой человек, да, ну, хотя, может, и молодой тоже. Может быть, он вложил какие-то деньги куда-то и получает оттуда определенную прибыль, довольно-таки существенную прибыль. Может быть, это какие-то акции или что-то еще такое. Я не вижу здесь как таковой работы, да, когда он именно работает. Здесь вот речь идет, да, это может быть и работа. Например, он бухгалтер где-то и открыл еще какое-то свое там предприятие или что-то еще. И причем бухгалтер не за зарплату, а за какую-то долю. Вот в чем дело. Вот как-то так по поводу работы. В общем, не работает. Безработный мажор. Карьера. Так вот и с карьерой почему-то он покончил. Вот смотрите, здесь может быть такая ситуация, да, как, например, просто, может быть, человек просто продал какой-то свой бизнес или какое-то свое дело, может быть, дело своих родителей или кого-то еще. Эти деньги куда-то вложил, и с этих денег он пытается жить. То есть, скажем так, ну, если реально смотреть на вещи, маловероятно назвать его перспективным в плане карьеры. Пока он живет на чьи-то деньги, все хорошо, но эти чьи-то деньги могут рано или поздно закончиться, и тогда останется вообще ни при делах, ни при чем. Поэтому, ну, давайте вот я все-таки достану одну карту, да, любовь. Как он к вам? Вот будет ли любовь? Будет ли он вас любить? И вот, к сожалению, не могу сказать, что будет любить. Это, скорее всего, вы для него будете, знаете, таким выигрышным билетом, что ли. Ценить будет. Вот ценить будет. А любви я, к сожалению, я здесь не вижу. Поэтому, ну, как есть, так есть. Поэтому буду краток. Ну и последний момент. Это карта, которую я достаю на то, чтобы понять, вот перспектива ваших отношений. Будете ли вы вместе? Будет ли этот брак надолго, навсегда у вас? Навсегда ли он у вас останется? У этого брака будут очень серьезные, очень хорошие перспективы именно быть навечно, навсегда. Вот, знаете, пока не разлучит нас. Но дело в том, что здесь, понимаете, здесь вот такая ситуация, когда человек очень быстро влюбляется, очень быстро женится, очень быстро все это у него заводится. Точно так же быстро это может и остынуть. Поэтому, если это у нас... Зашел человек посмотреть, действительно, который хочет отношений, который хочет семью, а не, скажем, узнать, получится ли у вас поиметь на этом браке, на этом фиктивном браке деньги, то я скажу так, у вас, знаете, получится. Получится, даже если в какой-то период времени вам покажется, что вы совершили ошибку. Но если вы будете любить этого человека, вы сможете его подстроить под себя. И надежда на то, что брак будет длительным, продолжительным и так далее, тоже есть. Здесь нечего сказать. Но рано или поздно перед вами станет очень серьезный выбор. Идти по этой дороге дальше или все-таки прекратить эти все отношения. Причина этого, ну давайте достану еще одну карту, раз он у нас такой получился. Причина этому будет какая-то женщина. Это первый момент. И второй момент, причина этому может быть... успех, который вы благодаря этому человеку приобретете сами. То есть здесь любви все-таки я не увидела, да, если предыдущие варианты, там действительно было очень много любви, очень много страстей, ну, в каких-то больше, в каких-то меньше, то в этом варианте здесь нет любви. Здесь чисто деловой подход, и не более того, дорогие мои, чисто деловой подход. Поэтому что я могу сказать? Либо вы сами настроены на этот деловой подход, хотя все-таки дно колоды говорит о том, что вы надеялись, наверное, или надеетесь на то, что все-таки брак по любви вам по судьбе, и он должен будет состояться. Но, к сожалению, вот в этот период это вряд ли. И давайте гляну, достану еще одну карту,
чтобы посмотреть, когда состоится знакомство с этим человеком. Смерть. Вот удивительная история. Дело в том, что это знакомство с конца августа, где-то не с конца, с середины августа, где-то приблизительно 10 августа до ноября месяца, вот этот временной промежуток, да, середина августа, сентябрь, октябрь, вот в этом временном промежутке состоится знакомство, но вы придете к этому знакомству почему-то сами. Понимаете, здесь получается так, что вас жизнь так как-то повернет, что это знакомство у вас обязательно, что вы хотите или не хотите, но вы на это знакомство согласитесь. Может быть, это будет в каком-то смысле какой-то спасательный круг для вас. Может быть, еще что такое. Я не говорю, что здесь катастрофа произойдет. Здесь не произойдет катастрофа. Здесь произойдет перемена ваших приоритетов или изменение ваших приоритетов с одного на другой. Например, вы всегда были там карьеристкой, и тут вдруг что-то такое произойдет, что вы поймете, что вы зря потратили время, когда вы занимались карьерой, да. То есть вы от тленного перейдете к духовному, к чему-то. Вот что-то такое произойдет. Вы поймете, что не самое главное в жизни деньги, как, например. Вы поймете, что есть более другие интересные и нужные, правильные моральные ценности, и уйдете от материального. Я не знаю, с чем это связано. Вот мне сложно сказать. И в этот период он придет к вам и вот предложит вам что-то, заключение какого-то контракта именно материального плана. То есть, знаете, мне еще что кажется, здесь может быть? Здесь может быть такая ситуация... Когда, например, все время человек борется с чем-то там за деньги, за что-то еще, против бедности, да, с чем-то мы боремся, мы всегда с чем-то боремся по жизни. И потом, когда мы понимаем, насколько бессмысленна эта борьба, мы отпускаем ситуацию, и она резко поворачивается в положительное русло. То есть борьба уходит, и приходит то, за что мы боролись. Ну, я думаю, понятно, да, о чем я говорю? Что чем больше тянешь что-то на себя, тем больше идет сопротивление. Как только отпускаешь что-то, оно как пружина, бабах, и возвращается тебе обратно. Вот это я хочу сказать. И вот здесь что-то такое произойдет. Когда вы поймете, отпустите какую-то ситуацию, перестанете за что-то бороться, над чем-то, ну вот, я не знаю, что-то тянуть, может быть, где-то. И вот эта пружина вернется вам положительным эффектом. Вот здесь он появится, после этого сам придет. Вот что удивительно, что сам придет. Сам придет, вы согласитесь на тот вариант, который он вам предложит. Но это что-то будет материальное. Вот совершенно материальное. То есть вы даже не мечтаете сейчас об этом. И дальше пойдет развитие ситуации. Но здесь еще, может быть, нет вот этой страсти и любви по причине того, что вы... То ли не верите в то, что это возможно, вот такая любовь, да, а может быть вы ждете совсем другого от этого человека. Например, что он вам будет, ну, если вы в деревне живете, там где-то дрова колоть, вот это для вас главное, а не вот эти охи, вздохи и все остальное, да, что он будет там, ну, что-то по дому делать, по хозяйству, может быть, это для вас важно, тогда понятно, тогда вот это все понятно. И, кстати, вот эти деньги, которые он получает, да, я говорила, что, может быть, он не работает, а получает какие-то спонсоры. Это может быть просто он не работает, потому что у него есть квартира, и эту квартиру он, например, сдает. То есть карьера его вообще не интересует. Ему вообще на карьеру, ну, он вообще, как это, красивое слово, ему безразлична карьера, совершенно. Понимаете? Вот он хозяйский. Вот сейчас до меня дошло, да? Сейчас у нас нарисовалась такая интересная картина. Он хозяйский. И вот если вы ищете хозяина, именно хозяина, который дров наколет, если вы живете в деревне, который, я не знаю, там в доме порядок наведет, такой по-мужски что-то, да? Вот, да, это он. Но если вы ищете охи-вздохи, вот здесь этого, к сожалению, не будет. Ну что ж, дорогие мои, я вам желаю все равно исполнения любых ваших желаний. Самое главное, чтобы у вас все было замечательно и вам было хорошо, находясь рядом с этим человеком. Вот здесь действительно такой брак, знаете, 19 века, когда вы ходили не за красивое личико там или что-то еще, а когда вы ходили замуж за мужика. Вот это та ситуация. Я желаю вам в любом случае исполнения всех ваших желаний, чтобы все было так, как вы хотите. Ну, любви все равно я вам желаю, той, которую вы себе представляете. Берегите себя, у меня для вас все, и до скорых встреч.